Приветствую! Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, планируете переезжать в Финляндию. Или уже переехали и начали оформлять документы. Я буду подсматривать, потому что текста получилось немало. И информации много собралось за это время. В этом ролике я расскажу, как семьей подавал ВНЖ и какие трудности нас ожидали, какие документы мы оформляли и нужно было оформить. Прежде чем подать на ВНЖ, нужно найти обоснование, будь то учеба, работа, бизнес или воссоединение семьи. Мы переезжали по работе, я подписал трудовой договор с работодателем и начал подавать на вид на жительство через сайт enterfinland.fi. Этот сайт является государственным, через него в данный момент в электронном формате делается все. На сайте имеется список документов, которые требуются для подачи, для правильной подачи на вид на жительство. И также можно там подать на визу, которая является до 3 месяцев, то есть 3 месяца, если вы подаете на визу. Если же вы подаете на год или там на сезонную какую-то работу, это уже будет вид на жительство. Так как мы планировали переезд всей семьей, мы собрали пакет документов. Пакет является свидетельство о регистрации брака, апостиль, перевод на международный язык, на английский мы делали. То есть нужно сделать перевод на английский язык, но только после того, как вы сделали апостиль, чтобы перевели и апостиль тоже. То есть должно быть переведено все. Свидетельство о рождении ребенка, тоже с апостилем. Разрешение на получение ВНЖ ребенку от одного из родителей. Также на перманентное пребывание здесь, если вы планируете переезд. То есть нужно, чтобы у обоих родителей были равные права и нужно, чтобы было разрешение от обоих родителей на то, чтобы ребенок находился здесь. В данном случае требовалось разрешение от меня по причине того, что я находился за границей. И я не мог предоставить это разрешение лично. Она не могла, то есть она находилась с ребенком, и при переезде она могла об этом сообщить. В общем-то, когда жена подавала на ВНЖ на себя и на ребенка, я уже находился в Финляндии, работал, приехать не мог. Для того, чтобы сыну дали ВНЖ, enterfinland.fi запросил разрешение на получение ВНЖ ребенку от второго родителя. Заявление можно записать от руки и обязательно заверить с нотариусом. Это делал я в диджитал-центре, уже в Финляндии непосредственно, делал на английском языке. Если я не ошибаюсь, стоило это 12 евро. 12 евро это стоило. Отсканировал и отправил жене уже по почте. Она прикрепила документ в Enterfinland, отвечая на запрос. Это важно, потому что изначально документ был просто приложен к пакету документов на сайте, без ответа на запрос, и запрос просто висел, и никуда документы не двигались. То есть, это потеря времени. Поэтому, если делать ответ, то обработка документов происходит чуть быстрее, в общем, чтобы не терять, не ожидать. И время, которое по-любому вы хотите, чтобы все произошло быстрее. В общем, вы меня поняли наверняка. Что касается животных, потому что мы перевозили кошку, если есть шерстяные друзья, как у нас, то о них нужно позаботиться также заранее, обратиться в ветклинику, сделать паспорт, вакцинировать, поставить чип. После этого животное находится на карантине около месяца, там от 20 до месяца, и в это время его вывозить нельзя. За сутки до переезда нужно сделать сертификат и клинический осмотр животного, что он готов к переезду и ничего не угрожает, не болеет, и вы ничего не привезете в Финляндию. Оказавшись уже на территории Финляндии, нас ждал долгий путь оформления документов. Нужна была прописка, то есть если вы арендуете жилье, вам нужно, чтобы вам сделали здесь прописку. В первом случае мы делали прописку физически, то есть мы брали анкету, я ее заполнял и
клали в конверт и отправляли по почте. Там уже она крепилась. А во втором случае, когда я уже находился здесь, в Лапландии, мы делали уже через posti.fi, то есть в электронном формате, гораздо быстрее и лучше. Но для этого нужно было оформить часть других документов, о них я тоже сейчас расскажу. Требуется обязательно прописка, Henkilötunnus, Henkilökortti, счет в банке, Verokortti и Kela-kortti. Для начала нужно было оформить прописку, чтобы нам приходила вся почта с информацией, вообще всем, что Digital Center должен знать, куда вам отправить ваши документы или какую-то дополнительную информацию, поэтому это важно. Прописку можно оформить на муниципальном сайте города, где мы арендовали жилье, или искать квартиру на других сайтах, оформлять аренду и сразу же прописку. Затем мы оформили Henkilötunnus в диджитал-центре, с собой брали загранпаспорт, олескалу лупу, венжа и трудовой договор. Номер Henkilötunnus'а пришел на электронную почту, ожидание где-то 2-8 недели. Там в зависимости от оформления, плюсом, если вы, к примеру, идете по семейным узам, это будет чуть дольше, потому что, делается все чуть дольше. Если же у вас есть трудовой договор, и вы его сразу прикладываете, будет очень быстро. Его выдают буквально в течение 2 недель, я бы даже сказал, за 10 дней. Все зависит, полный ли у вас пакет документов и насколько загружен диджитал-центр. От этого зависит тоже время. Затем делали Henkilökortti, его оформляли в полиции, стоило это 60 евро. С собой нужно было принести загранпаспорт, олескалу лупу и электронную фотографию, которая делается в фотоателье. Вы приходите, просите просто, что вам нужна фотография в полицию для Henkilökortti. Вас спокойно просто провожают в зал, там фотографируют и дают чек с номером. Это обходится примерно в 30-50 евро, где как, видимо, может от жадности зависеть, не знаю. Но у вас, получается, есть электронная фотография, которую вы можете приложить везде. Не только Henkilökortti, она действительно, если не ошибаюсь, в течение 4 месяцев. За 4 месяца всякое может произойти, поэтому короткий срок. Следующий этап, это требовалось сделать счет в банке и сделать идентификатор. В Финляндии очень важная вещь, этот идентификатор. Он так и называется, банковский идентификатор. У меня банковский идентификатор OPI Osuuspankki или OPI Pankki. И я могу зайти на сайт, используя его. Очень много сайтов просто вам не дает никаких возможностей, пока у вас нет идентификатора, вы не можете где-либо зарегистрироваться, встать даже в очередь. Очень малое количество. Даже в полицию, когда подавали заявление без банковского, там имеется строчка, что нету банковского идентификатора или же там не использовать его. И можно встать в очередь, записаться условно. Но много где это просто отсутствует. Поэтому это очень-очень важная вещь. Соответственно, для того, чтобы это сделать, вам с собой нужно будет взять Henkilökortti, это обязательное условие, олескалу лупа, ИНН русский, СНИЛС русский и электронное фото. Счет и идентификатор делают сразу же в тот же день. Карту пришлют по почте домой, причем в разное время вам придет 2 конверта. В одном конверте будет карта, в другом конверте будет пин-код, чтобы в случае чего злоумышленники условно не получили сразу и вашу карту, и ваш пин-код, и не имели возможность получить доступ к вашим деньгам. После счета в банке вы можете подать на Verokortti. Это налоговая карта, вам рассчитывают налог на ваш доход, он вариативный, в зависимости от дохода у вас имеется определенный процент.
сколько вы должны выплатить. Если ваш доход небольшой, условно вы в течение года заработаете до 14 тысяч евро, что актуально вот было для меня по причине того, что я работал не полный год, и я просто не успел физически наработать такую сумму, то мой налог составил 0. Я просто ничего не платил. Но если бы я преодолел эту сумму, то мне нужно было бы выплатить от всей суммы 26%. То есть, условно, если бы я заработал 14 001 евро, то я бы 26% от этой суммы должен был отдать в налоговую службу. Веракорти вам понадобится на работу и на Келакорти. Келакорти требуется для медицинского обслуживания и для поддержки штанов, условно. В случае, если вам по жизненным каким-то ситуациям понадобились какие-либо выплаты или же возвраты за посещение там врача, очень много всего здесь держится на Кела, в общем-то. Не только вот пособие. Соответственно, это важная вещь, и вас банально просто медицинское обслуживание без Келакорти будет очень тяжело получить только в каких-то платных клиниках, а стоит это очень дорого. Веракорти и Келакорти подаются на Омавера сайт, vera.fi или Омавера, да, и Kela.fi. Точно так же они в электронном формате оформляются, и вы после ожидаете их по почте, по вашей прописке, они придут вам в конверте. То есть никуда ходить за ними не нужно будет. По сути, мы забирали только Келакорти в полиции сами. Вот пришли и нам выдали конверт там, а все остальное пришло по почте. То есть быстро, удобно довольно, не нужно никуда ходить, беспокоиться за это. Ну, просто пришло и все. В принципе, все получается. Чтобы не нагружать информацией, наверное, я закончу на этом. Лишней информации не будет. Поэтому, если вам понравилось видео, вы посчитаете его полезным, то поставьте палец вверх. Вдогонку могу сказать только, имеется два типа ВНЖ. Тип Б и тип А. Тип Б, ВНЖ Олескозул по типу Б, это сезонная работа, то есть все, что больше 3 месяцев и может быть год. Соответственно, она выдается вот временная, и насколько я понял, не идет на типе Б, не идет стаж нахождения здесь. Поэтому, если вы приехали по Олескозулу типа Б, вам нужно будет как можно быстрее менять ваш трудовой договор на постоянный, чтобы вы могли известить государство о том, что вы хотите оставаться здесь, вы хотите преследовать какие-то свои цели и хотите пробовать стать членом общества Финляндии. И для этого вам понадобится постоянный трудовой договор, который впоследствии позволит вам переделать вашу Олескозулу или вид на вид на жительство по типу А. Как только вы его получите, у вас будет засчитываться стаж нахождения в Финляндии. В принципе, в теории можно предположить, что вся эта модель работает и в других странах Евросоюза, просто с какими-либо изменениями, что, может быть, там нету какого-то вот типа диджитал-центра местного. Но все остальное теоретически должно работать примерно плюс-минус так же. Поэтому пользуйтесь данной инструкцией. Всего доброго!